предыдущих сериях мы вырезали столешницу из пенопласта, залили ее эпоксидной смолой и вырезали деревянную ножку в виде краба. Ну что же, наступило время нам сделать жемчужину для нашего стола. Изначально мы хотели взять елочную игрушку большую и покрасить ее в перламутровый цвет. И таким образом сделать как бы жемчужину. Но подумали, что это будет слишком просто. И немножко поломав голову, мы решили ее залить из эпоксидной смолы. Как же будет выглядеть эта жемчужина? Будет большой шар. Внутри будет маленький шар, покрытый галиотисом и залит эпоксидной смолой. Маленький шар я уже залил эпоксидной смолой вовнутрь, для того, чтобы он не всплывал, когда будет сверху заливаться смола. И сейчас мне нужно будет снять вот этот пластик со смолы и покрыть его крошкой галиотиса. Сейчас я попытаюсь его срезать ножом, но думаю, что скорее всего придется его закрепить в токарный станок и просто на токарном станке снять вот этот пластик. Здесь я уже внедрил леску, то есть привязал к леске гвоздь и туда опустил. Вот он. Кстати, вот как видно, когда заливаешь слоями. Здесь вот я залил одним разом, а потом подливал еще тут 2 раза. Так что послойная заливка, она практически всегда видна. Так вот может быть и не видно, но под определенным углом вот этот шов, он всегда будет виден. В этом году у нас выпало очень много снега. И вот он все сыпет и сыпет, и сыпет и сыпет. И администрация уже объявила об опасности подтопления. Так, если посмотреть, то вроде бы ничего страшного, но если учитывать тот факт, что мы находимся в 150 метрах от реки Оки, вот за тем белым кирпичным домом, вот высокий, сразу протекает река Ока. Мы здесь живем уже 15 лет, нас еще ни разу не топило. Но старожилы говорят, что были случаи, что вода доходила прямо вот сюда, до вот этого леса. Так что мы с Татьяной тоже будем готовиться. У нас есть лодка с веслами. Если что, поплывем на лодке в город, вот по этой вот дороге. Звучит, конечно, смешно, но в 1970 году город Орел затопило так, что по улицам все плавали на лодках. Вода поднялась аж на 10 метров. То есть вот представьте, ворота, сколько здесь, 2 метра. Я даже не представляю, что такое на 10 метров поднялась вода. Но мы будем надеяться, что таять будет постепенно и нас пронесет. Вот наша крошка галиотиса. Удивительный материал, а когда его покроешь лаком или эпоксидной смолой, там вообще проявляются такие глубины узоров различных и разных цветов. Смолу я уже замешал и подождал момента ее загустевания. Потому что если сразу замешать и нанести, то крошка будет вся стекать вместе со смолой. А когда уже смола уже стала густой, вот видите, да, то тогда галиотис очень хорошо держится. Теперь нам нужно подготовить большой шар, в который мы будем опускать вот этот маленький шар. Изначально я хотел использовать тот шар, который был при заливке, но, к сожалению, я его очень успешно сломал, когда доставал, и поэтому я купил новый шар. Но, как часто это бывает, всякие неприятные моменты, которые случаются с нами в жизни, они нам даются не для того, чтобы нам было плохо, а для того, чтобы мы что-то поняли в дальнейшем. И случай с поломкой шара навел меня на мысль. Как же я буду обрабатывать этот шар, когда эпоксидная смола застынет? Когда я распаковал этот елочный шар и снял вот эту штучку, я подумал, что вот этот выступ можно будет использовать как литник для эпоксидной смолы.
И после того, как смола застынет, за вот этот литник ее можно будет закрепить в токарный станок и обработать этот шар, отшлифовать, отполировать на токарном станке. Но в дальнейшем я подумал, так как это эпоксидная смола, а не дерево, при работе она может вот так вот вибрировать. И, соответственно, нужно шар отцентровать и закрепить вот здесь. Чтобы здесь его закрепить, здесь тоже должен быть какой-то, такой выступ. И поэтому я решил, что здесь я сделаю литник, а вот эту часть я просто заклею чем-то, загерметизирую и буду заливать через вот этот литник новый. Также будет легко после застывания смолы на токарном станке взять и снять вот эту пластиковую форму, просто срезав ее резцом. Если кто не понял, что такое литник, сейчас немного поясню. Это отверстие, через которое будет заливаться смола. Это отверстие должно быть такой вот трубочкой для того, чтобы залить эпоксидной смолы немного больше, чем помещается в шар. Для того, чтобы когда пойдет усадка, а она будет снижаться, и, соответственно, смола в литнике, которая будет оставаться, она будет тоже так опускаться и застынет. Если не сделать вот такую трубочку, а просто вот срезать и залить в отверстие, то смола даст усадку, и здесь будет просто пустота такая. Когда вы снимете форму, нужно будет там подливать или что-то еще делать. Ну а теперь главный вопрос. Как же в этот шар поместить этот, чтобы он висел ровно посередине? Продолжаем отвечать на ваши комментарии. Был вопрос, расскажите, пожалуйста, про то, как в процессе эксплуатации ведут себя изделия из смолы, остаются царапины, например, на столешнице, может, появляются сколы. Мы решили ответить на этот вопрос в следующем видео, потому что мы будем заниматься шлифовкой и полировкой смолы, мы будем очень подробно освещать этот вопрос. Более того, мы отснимем нашу мебель из смолы, которую мы эксплуатируем на протяжении уже очень многих лет, ежедневно, интенсивно и активно, и дадим честный отзыв о том, как же себя ведут изделия из смолы в бытовой жизни горожан. Так, ну что, думаю, здесь все понятно. Через вот эту крышку мы просунули шар, и он будет висеть на палочке, на леске, вот на этом стакане. Это у нас такой своего рода литник. Но, когда я туда вставил шар и попытался его подвесить на стакан, эта крышка начала туда проваливаться. И я взял, приклеил вот такие ограничители сюда, чтобы она не проваливалась. Ну, еще приклею здесь наклей и пройдусь еще силиконом. И тогда уже будет оно точно держаться, нормально, проваливаться не будет. Ну что же, сейчас мы все приклеим. Сейчас уже 6 часов вечера, и мы оставим все на ночь. И завтра мы уже будем спокойно, не спеша заливать смолу, потому что там будет тоже целая эпопея. Здесь не так все просто, как будто через это отверстие налил и все. Там нужно целую систему городить, потому что вся проблема заключается в том, что сюда смолу нужно залить без единого пузыря, чтобы оболочка практически была не видна. Ну что же, все как и ожидалось, леска успешно порвалась. Сейчас я съездил в магазин и взял леску для рыбалки, чуть-чуть толще. Просверлю здесь отверстие, привяжу к саморезу в леску и саморезом туда засверлюсь. Почему же она порвалась? Я думаю, что причины здесь две. Первая причина — это я взял леску для плетения бисером. Она такая тонкая, и когда я подвесил груз, она достаточно так тянулась. Но мне показалось, что она выдержит. И вторая причина,
что когда я на токарном станке снимал вот эту вот форму шарика, то где-то, наверное, она там могла, ну, немного повредиться, эта леска, и она оборвалась. Но то, что она оборвалась сейчас, это очень хороший плюс, потому что если бы она оборвалась, когда я бы залил смолу, то тогда уже, наверное, исправить было бы ничего невозможно. Жалко, что шар непрозрачный, поэтому вывешивать придется практически на глаз. Но если вот так шар раскачать в середине, то вроде бы видно, что посередине он. Как я уже сказал, самая главная задача – это залить эпоксидную смолу без пузырей, чтобы пузыри не прилипали к стенкам и нигде не оставались в толще самого шара. Емкость практически закрытая, и когда пузыри будут подниматься, им в принципе некуда просто выходить. И они будут прилипать к стенкам шара и оставаться на стенках. Можно, конечно же, использовать вакуумную камеру, но у нас такой камеры нет. И она практически нам никогда не пригождается, потому что мы там делаем большие столешницы, и воздух всегда выходит самостоятельно. И сейчас мы посмотрим, как же можно сделать без вакуумной камеры, чтобы заливка была аккуратная, полностью прозрачная, без пузырей. Дело в том, что если взять, смешать смолу и просто начать лить в это отверстие, то там, как бы ты ни заливал, все равно будет смола взбалтываться и будут образовываться пузыри. Принцип такой заливки заключается вот в чем. Мы берем, смешиваем смолу с отвердителем. Когда мы смешиваем миксером, там образуется большое количество пузырей. Затем мы берем емкость, ставим чуть выше нашей формы, выливаем туда эпоксидную смолу и ждем, пока все пузыри выйдут в этой емкости, чтобы смола стала чистой и прозрачной. Затем через шланжик, то есть шланжик мы опускаем до самого дна, и оно медленно будет под своим весом заполняться, не образовывая никаких ни пузырей, там ничего, никаких пустот не появится, ни карманов воздушных. И она аккуратненько вся поднимется под самый верх, вот до сюда. И все, вытаскиваем шланг и оставляем заливку застывать. Сейчас будет обращение к нашим подписчикам в стиле монолога из фильма «Я легенда». Если нас кто-нибудь слышит. На самом деле, может быть, это только нам так кажется. Если нет, вот поделитесь своими ощущениями на эту тему в комментариях. В последнее время, когда заходишь в социальные сети, алгоритмы все чаще и чаще предлагают какой-то контент, который ты начинаешь сомневаться в своей адекватности, откуда он вообще появляется, вот это предложение. Далекий, он какой-то поверхностный, далекий от вообще разума. И появляется какое-то устойчивое ощущение, что мы все свернули куда-то не туда. При этом есть огромное количество талантливых, красивых людей, обладающих знаниями, реальным опытом, но они почему-то стесняются себя записывать, делиться этим, выкладывать это. Я лично понимаю, почему, потому что это действительно тяжело, это стеснение, это куча комплексов, но надо себя заставить, друзья. Почему? Такое ощущение, что нарушился баланс.
Мы прям призываем вас, вот если у вас есть какие-то хобби, увлечения, навыки, вы владеете каким-то ремеслом, знания, вам есть что рассказать, вы кормите птичек, вы прекрасный, красивый души человек, снимайте себя, выкладывайте, пусть это не принесет много просмотров и лайков, но это останется как наследие в сети для тех людей, которые нуждаются в этом и ищут это. И мы таким образом уравновесим этот баланс. Каждый из нас внесет свой вклад в этот в общую копилку энергии развития, а не деградации человечества. Кстати, если вам не жалко, уже поделитесь в комментариях под этим видео, кто вы, из какой страны, есть ли у вас хобби, каким ремеслом вы занимаетесь, есть ли у вас блог, ведете ли вы его, в какой социальной сети, развиваете или нет, почему, если нет. Мы будем очень признательны, таким образом мы даже лучше вас узнаем, это будет наш с вами диалог, и мы будем за это очень признательны. Друзья, делитесь, не стесняйтесь. Откровенно говоря, не представляю, что в итоге получится, потому что это чистый эксперимент для нас, как и все наши изделия. Как будет выглядеть Галиотис в этом шаре, тоже не представляю. Вышли ли оттуда пузыри, чистая ли смола, понятия не имею. Сейчас снимем форму и посмотрим, что в итоге получилось. Ну что, смотрим, что у нас получилось. Видим, что маленький шар у нас оказался не посередине, потому что действительно было сложно его вывесить из-за того, что непрозрачный был большой шар. Но я думаю, что это не проблема, потому что он будет углубляться настолько в столешницу, поэтому там это будет незаметно. Я шар намазал силиконовой смазкой для того, чтобы он был более прозрачный. И сейчас мы его просто примеряем к столешнице и посмотрим, как это будет выглядеть. На первый взгляд получилось вроде бы так, как все и задумывалось. Потом только срежу вот эту штучку и заполирую. Все-таки я думаю, что при заливке в такую форму необходимо использовать вакуумную камеру, потому что вот все равно без пузырей здесь не обошлось. То есть пузыри есть. И если быть честным самим собой и с вами, к заливке этого шара я отнесся, можно так сказать, халатно. Я не прогрел помещение как нужно, и вся воздушная взвесь из смолы не вышла. Ну и форма еще была непрозрачная, я реально не понимал, как там это выглядит. Если бы форма была прозрачной, я бы сразу на дне увидел, что образовываются пузырьки, и я бы еще подождал, чтобы они вышли из емкости. Ну и прогрел бы помещение побольше, то есть постарался бы это исключить. Здесь еще планируется подсветка этого шара, и эти пузыри будут вообще капитально видно. Некоторым нашим зрителям пузыри нравятся даже больше, чем вот просто обычная прозрачная смола. Когда-то мы заливали куб, и он у нас закипел, и там образовались просто гигантские пузыри. И в комментариях многие сказали, что с ними еще даже лучше, чем если бы их не было. Ну что, подведем итоги. Вот в такие емкости, в шары закрытые, лучше всего заливать с вакуумной камерой, потому что если вы будете делать для какой-то ответственной работы на заказ, и там, чтобы не должно было быть пузырей, конечно, такое не прокатит. Там, вам просто вернут это.
Итак, друзья, до финальной сборки осталось ровно одно видео, которое мы планируем выпустить в следующее воскресенье. В нем мы подробно поделимся своим многолетним опытом, как шлифовать и полировать смолу. Также мы ответим на вопросы, можно ли эксплуатировать изделия из смолы на улице. Покажем нашу мебель, которую мы эксплуатировали много лет ежедневно, в каком она сегодня состоянии, как изменилась смола, изменилась ли она вообще. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно на них ответим. Спасибо вам большое, что провели это время с нами, и мы уже ждем новую встречу в следующее воскресенье в новом видео. Подписывайтесь на наш канал, и, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.